короче, если это на самом деле, я бы ливнул из этого дома прям сразу же. Зря ты, браток, дверь, кстати, открыл. А вам не кажется знакомым вот этот звук? Здравствуйте. О, привет! Здравствуйте всем, дорогие друзья. Сегодня я загадочный. Это значит то, что... Что? А никто не знает что, хотя вы уже видите на экране что, но никто не знает что. Потому что сегодня у нас зомби-чес. Ссылочку на него, как всегда, оставлю внизу в описании. Вы все знаете. Кстати, любители страшилок могут зайти на канал Они. Это наш канал на ютубе, который, в общем-то, посвящен тематике заброшек, всяких страшилок и всего остального. Так что заходите, смотрите. Буду очень вам рад, признателен. Да, кому эта тема, конечно же, интересна. Ну а мы начинаем. 8 самых страшных видео в мире, новая подборка. Ну давай. Каждый новый ролик, вот 2 уже ролика было, которые у зомби-чеза реально странные и стрёмные. Они что-то какие-то эти нагнетают. Так что смотрим. Алло. Алло. В этом видео мужчина и его девушка ночуют в доме своей тети, когда они слышат странный шум. Очень много вводных. Мужчина, девушка, тетя. Тетя это кто? Я никогда вот в этой ерунде ничего не понимаю. Я тетя, дядя, свекровь, крестные, там какие-то двоюродные бабушки, троюродные племянницы. Я ничего не понимаю. Я знаю, что такое step-sisters, неважно. Что? Сестра отца, сестра мамы. Так отца или мама? Неважно, ладно. Снизу, хотя заметьте, дома никого нет. Alright, so this is like really crazy. Just... I don't know. I was wondering if something happened. What that sound? Ну и что, телевизор? What's going on? Он не смог заснять понял. шум на камеру, но в этом видео есть кое-что, на что стоит обратить внимание, прежде чем упоминать что-либо еще, и это сам дом. Этот викторианский дом Хрена себе дом-то. Тут каких веков доминка-то? принадлежал мужчине, Домишко. мужу тети, который уехал Мужу тети. за границу на несколько дней и до сих пор не вернулся, пропал без вести. Тетя попросила их присмотреть за домом несколько дней и за ее собакой. Aunt is overseas for the week, and she asked me and my girlfriend to come and Как музей. camera. She's watching us right now. Реально. Hey, Auntie. Единственное, что в этом доме Место для стейлон, но маленькое очень. не устарело, это камера видеонаблюдения по всему дому. Хотя тети нет дома, она все равно хочет следить за имуществом. Но глядя на одну из камер поздно ночью, она замечает что-то очень странное. Она немедленно отправляет запись племяннику, который был совершенно напуган тем, что было заснято. Племянник, тетя. Сложно. Пока его девушка находилась в комнате, я приглашаю тебя на открытие нового... Куртка бы. Мне в последнее время в запретграмме очень часто вылезают всякие ролики. Я не знаю, с чем это связано, хотя вроде бы почему реки так работают, что мне вылезают всякие ролики, вот знаете, вот там, где вот в комментариях вот надо почитать. Мне кажется, это на меня очень влияет. Я не пойму, он что, первый раз промазал, что ли? Или чё? Ружье возьми. Тихо. Осуждаю. Что происходит? Русская рулетка. Ну и что, дверь закрывается. У меня также дома иногда двери закрываются. Типа, если не до конца ее до магнитика закрыть, то это... И чё? Шум, как оказалось, был просто сквозняком, влияющим на дверь снизу. Но на эту дверь сквозняк никак не мог повлиять, так как Да ну хорош.
Она закрывается изнутри комнаты и мягко скользя, как будто кто-то ее закрывает. Испуганные этим, они были еще сильнее Под наклоном, может быть, дверь стоит, еще что-нибудь. Все нормально. напуганы событием, которое произошло несколько дней спустя. Перед тем, как показать вам этот момент, стоит отметить, что обычным явлением в этом доме является то, что метла всегда падает сама по себе. Это обычно происходит ночью и всегда, когда она находится в столовой. Однажды ночью она падает, и мужчина терпеливо ждет, пока метла снова упадет, когда внезапно происходит это. Можно ее просто убрать? Что за звуки? Короче, если это на самом деле, я бы ливнул из этого дома прям сразу же. Что-то какой-то такой себе. Ну, свет включи. Переставь метлу в другую. Я не знаю, сторону или в другую, там, куда-нибудь. Нет? Интересно, она только там падает? Или если ее поставить, она всегда в доме падает? Не знаю, чат. Как Странно. и много раз, прежде чем метла оказывается на земле, несмотря на то, что изначально ее ставил вертикально у стены, она, по-видимому, падает сама по себе, или, по крайней мере, так думает оператор. Он документировал каждый случай падения метлы. Так, подожди, каждый случай падения метлы. Что может случиться, почему метла может упасть? Каждый день, каждый раз, в одном и том же месте, спустя какое-то время после того, как ее туда поставили. А, еще и в одно и то же время. Именно не спустя, а еще в одно и то же время. Это так и останется загадкой. И ни разу до недавнего времени не приходило в голову проверить кошечка. камеры видеонаблюдения, расставленные по дому. Ну? Он просит тетю прислать эти записи с определенных дат и времени. Он проверяет каждую и замечает кое-что странное. Мужчина и его девушка были полностью застигнуты врасплох, увидев это. Конечно, метла в очередной раз падающая сама по себе жуткая, но это что-то из фильма ужасов. А вам не кажется знакомым вот этот звук? Пу-пу-пу. А ну-ка еще разочек. Не удар швабра. Тихо-тихо. Нигде мы такое не слышали совсем недавно на разборе? Если что, ребят, на YouTube ролик с разбором выложу. Сорян, немножко в нос разговаривают. Аллергия что-то начинается. Кроликом натрясли. Слышите звук? О, слушай. Странная темная фигура стоит у окна, прежде чем исчезнуть. Она появляется только мгновение и исчезает. Эта фигура похожа на ребенка. Если это так, то следующее видео становится еще более жутким. Explain what happened last night. These tiles are of two На этих плитках children изображены that двое детей, lived here at которые some ранее point. жили тут. Memorialized it. Подтверждаю, такое раньше часто было. Очень-очень прям интересная тема. Столкнулся в Бельгии на съемках замка, который увидите в рубрике Stay Alone на канале Они, опять же. Там, вот чтоб не спойлерить, вот как знаете, на кухне есть фартук. Ну, фартук не который мы одеваем, а фартук, ну вот, идет. Домохозяйки поймут. Такая прям идет. Ну, чтобы стены не запачкать, вот где готовят, там женщины, да, там вся вот эта вот возня вот это идет. У них такой же фартук, но вот такой вот деревянный и вырезанные лица тех людей, кто там жили. Также было распространено такие, как вклейки делать в плитки, еще куда-то в виде фотографий, рисунков, изображений. Это возможно. They memorialized him
by putting him on a tile on this fireplace, and I swear this is Но the в kid. камин Ни странно пара, ни помещать. хозяйка дома понятия не имеет, кто эти дети. Кать, привет. Они только предполагают, что они жили в этом доме раньше и, вероятно, продолжают здесь и дальше жить только как призраки. Следующее видео было снято в феврале 2025 года. Мать снимает на камеру воздушный шар своего ребенка, увидев, как он делает Nice что-то, шар. что ее очень напугало. С утра поссать пойдешь, забудешь, что шарик дома, и заодно и по это. Чё кое-что сделаешь. Ну. И чё? Вы бы купили своему ребенку такой шар? Он к скольки годам начнет разговаривать, ребенок? К 20? В смысле, шарики у меня также дома, они висят в одном месте, бам, потихонечку в другой. Окна закрой. Ну, не знаю, ничего из такого не вижу. Она снимает воздушный шарик на камеру, надеясь, что он сделает это снова. Воздушный шар останавливается около двери в подвал. Теперь вы можете задаться вопросом, что же такого пугающего в этом воздушном шарике? Ведь похоже он делает Вот если бы он на гитаре сейчас сыграл, вот это было бы да. обычные вещи для шаров. В то время, как по словам матери Рэйчел, этот воздушный шар всегда останавливается у входа в подвал. И не по Никогда я не понимал одного. матери Рэйчел, этот Вот смотрите, объясните мне, дорогая аудитория Ютуба, все, кто меня смотрит, не впадлу напишите. Испокон веков, когда мы смотрим забугорные фильмы, всегда есть этот сраный подвал. Очень часто. В фильмах ужасов, я не знаю, в каких-то документалках, еще в чем-то. Вот этот подвал, в котором включается свет, он внизу включается. У меня вопрос. Почему вот здесь, на спуске в подвал, никогда нет освещения? Нахера делать вот этот вот темный туннель в никуда, чтобы самому же жить в своем доме и обсираться просто от одного вида. И стоять. О боже, туда шарик смотрит. Ну включи свет. Не знаю, диодную подсветку кинь за 100 рублей с этого салика. Как это? Кто? Что специально, чтобы это как рядом туалет и вот этот спуск, чтобы, ну, как бы побыстрее туда или что? Может, у них какой-то кайф, может, я что-то не знаю. Но это странно. воздушный шар всегда останавливается у входа в подвал и не попадает внутрь. Ну, у Если входа в подвал, потому что, скорее всего, там какая-то, я не знаю, дверка, вытяжка открыта, и туда идет поток воздуха. только ее Потому что это в Америке. Ну, а топы. Тихо. сын не следует за ним внутрь. В отличие от других случаев, когда воздушный шар просто внезапно Дошла вот так иголкой ткнула. Нет больше ни шара, ни проблемы. И дверь закрой, бестолочь, в подвал! останавливается около входа, здесь он полностью попадает внутрь, и только когда сын Рэйчел думаю, постанова. начинает за ним следовать. Возможно, Постанова сквозняк или 100%. поток воздуха заставляет шар двигаться в сторону подвала, но то, что он останавливается всего в нескольких метрах Это же этот Зелебобыч и кто? от подвала, несмотря на то, что его иногда оставляют открытым, немного странно. Независимо от того, находится ли он сверху или в самом дальнем углу дома, он всегда следует по одному и тому Ручки вот сюда вот взял, вот на ручку взял, веревочку вот так намотал, аккуратненько. Вот так вот ее протянул. Рядом поставил стул. Перевернул стул кверх ногами, зафиксировал. Вы поняли, да? Зарядил дробью и спокойно сидишь. Неважно, какой там идет, не идет, поток воздуха, еще что-то. Правила игры просты. Вот ты человек, знающий физику. Дверь открылась, все, там никого нет. Либо да, либо аккуратненько. Раз, лесочку. Раз, наверх, да, ее поднял. И вот здесь вот закрепил. Что? Правильно. Подарок. Вот, все. И сидишь спокойно, ждешь. Даже можно не проверять. Если там кто-то скребется, что-то колотит, еще что-то, ты говоришь, войдите. Войдите, пожалуйста.
Милости просим, да. Вот, ой, или вот такой вот сидишь, знаешь. Ой, как страшно. Ой, не могу. Ой-ой-ой, сейчас привидение выйдет из подвала и на меня нападет. Да, ой-ой-ой. Там сидишь, рясу одеваешь и ладан потихонечку начинаешь. И как от заката до рассвета. Сейчас я, говорит, углу тебе дома устрою. он всегда следует по одному и тому же пути, прежде чем каким-то образом остановиться в одном и том же месте. Че, он с топором, что ли, стоит? Эти происшествия не одни такие. Совсем недавно произошло следующее в 9:30 вечера. Вы можете этот шарик из дома выкинуть? Вы что такие тупые-то? Шарик из дома, просто выкинь его, все, на помойку, возьмите его, сомните, сверните, сложите и выкиньте, все. И сзади стоит с топором. Вы нормальные, нет? Quiet. Quiet. А это все от того, что работать надо. Вот я пришел с марафона. Да, или вот суток раньше вот приходил. Мне вообще насрать, кто где что скрипит, свистит. Даже если вот так вот мне в ухо вот так вот. Мне вообще без разницы. Я устал, я спать хочу. Отстаньте. Делайте, что хотите, меня только не трогайте. А эти сидят там, не работают вот эти вот. Да, поколение вот это вот. Раньше, конечно, да, вот. Старость к нам приходит всегда с папой Хардом. Что? Что-то, по-моему, вот это Децл странно, нет? Как с вертухи взял. Как дал. Как будто предыдущие инциденты были недостаточно жуткими, это Ну вот это происходит. странно. Воздушный шар, по-видимому, движется к вершине Леска, возможно. лестницы прямо к Рэйчел, не останавливаясь. Но когда он достигает вершины, он внезапно остановился каким-то образом. Естественная плавучесть этого воздушного шара замирает, как будто действует независимо от законов физики. Вот они. Он просто не двигается. Вообще. Даже собака на заднем плане была встревожена происходящим. Теперь Это игрушка тоже. вообще. Даже собака на заднем плане была встревожена происходящим. А, это который Теперь лает? семье очевидно, что с этим воздушным шаром что-то не так. Они знают, что избавиться от него было бы хорошей идеей, но их сын отказывается выбрасывать его. Поэтому они Их сын отказывается выбрасывать. Вспоминаем наше детство. не оставляют его. В конце концов сдуется со временем и будет бесполезен. Однако, изначально они думали, что все будет хорошо. Происходит что-то, что быстро меняет их мнение. Всего через день Рэйчел одна дома, когда сталкивается с чем-то, что она считает Ну самым возьми, запри к нему этот шар в комнату. Все как бы, и все довольны. Но если вы потакаете всем прихотям вашего малолетнего... Очень сложно здесь не сказать. Маленького вашего сыночка, да, который в планшете сидит целыми днями. Заприте там. Че он у вас по квартире летает, как этот? самой тревожной вещью в жизни. Это было поздно ночью, когда было снято это. Ну что? Что? Здесь тянется за ногу. Вот здесь вот вы, ребятки, испалились. Здесь тянется. Все, это 100%. Вот здесь вот уже палим. Видишь, тянут. Но поначалу с лестницей было такое себе.
двух ног с разбегу как залетел туда, в этот шар. Не-не, здесь спалились. Что? Что было? Да что было? Что? Сверху лестницы в углу дверного проема виден лоб. Рэйчел увидела сначала что-то, но не знала, что это было. Но присмотревшись, она увидела лоб, который естественным образом ведет вниз. А у тебя Desert Eagle калибра, потому что, говорит, на вашем пистолете написано муляж. А на моем? Выбита гравировка. Вот такую вот бандуру туда зарядил. Вместе с косяком оторвало. К паре глаз. Однако, если вы замедлите видео покадрово, вы заметите предполагаемую сцену с лицевой стороны, но что-то в ней оставило Рэйчел и ее мужа чрезвычайно встревоженными. Естественно, Рэйчел была потрясена. Если бы Манекен. воздушный шар не убедил их, что с их подвалом Но что-то не крипово, так, вот это то она крипово. бы не заметила подобного. Но реакция странная. Реакция человека такая бы не была. Убежала бы. Она видно, какая она пугливая. Она видно, что она вся такая прям... Ой, да. Нет, не верю. Следующее видео принадлежит рабочему, который занимался реконструкцией дома. Он уже давно работает над этим проектом, но только недавно осознал кое-что, о чем владелец дома никогда не упоминал. В этом доме есть скрытое подпольное пространство. Оно было спрятано за стопкой гипсокартона, которую никто не удосужился сдвинуть до сих пор. Поскольку в этот день никто не работал, мужчина решил исследовать пространство в одиночку. Но он еще не знал, что это была И пополз. Тихо. плохая идея. Смотрим. But while I came across something that was really cool, and I feel like it sets this house apart. The reason why I'm just now founding this crawl space is because of this drywall. The owner, she had this drywall covering the crawl space. That's not the cool thing about it. And I want y'all to check this out. So while I was here, I found this table. And Ну, для детей сделали. Ну, детям создали просто, типа, как игровую, чтобы они там прятались, играли. also, Как старина Харви. Так, все, не смотрю запрет грамм больше. Все, не смотрю. Все, он очень плохо на меня влияет. Полное осуждение, недопонимание, все. found Удаляю. this extra space right here. You have a vent right there. Хоть странное пространство, нет? I think I just heard some footsteps. Темное на темном, я не вижу, что происходит. Ну поднимись, бестолочь. This can't be a squatter. Ну, зайди и скажи, ау, есть кто-нибудь? Давай поиграем. То, что начиналось как обычное видео для его группы Facebook, превратилось в Немного странно. Постанова, скорее всего, но прикольно снято. настоящий кошмар. Во-первых, Прикольно. на деревянном полу отчетливо слышны шаги, хотя рядом никого нет. А самое жуткое, из ниоткуда раздаются звуки разговоров и детского смеха. Но еще страшнее то, что дверь в подполье начинает открываться сама по себе. Неудивительно, что мужчина сбежал оттуда со всех ног, ведь оказалось, что он там был не один. Если его слова верны и на следующий день не было найдено никаких признаков присутствия кого-либо, Ты думаешь, Help TV, я не понял прикола? Спасибо, конечно, за подписку на Бусти. Это нормально, нет, человек? Ты думаешь, я не понял? Именно вот сейчас ты подписался, да, на Бусти? то остается главный вопрос, что именно он встретил в этом доме. В чем здесь?
Мужчина из Пакистана говорит, что несколько раз за последние несколько месяцев в его доме происходили очень странные вещи. Однажды поздно ночью, когда он спал, все начинает становиться действительно странным. Что? Что? Когда он спал, все начинает становиться действительно Зебра на обоих телефона? Зебра, блядь. странным. У кого-нибудь, когда-нибудь или кто-нибудь видел, чтобы стояла зебра? Кон? Что там, зебра? Что? अब्बा अपना नाम बताओ पहले मुझे अपना नाम मेरा नाम अब्दुल्ला अपना नाम बताओ तुम्हारा अब्दुल्ला मैं हूं तुम नहीं हो नहीं खोलना मैंने Че? ओके मुझे आयतुल कुर्सी आती है मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा निकल जाओ यहां से आओ अंदर आओ Зря ты, браток, дверь, кстати, открыл. Если это правда, если, конечно, это правда. Понятно, что, скорее всего, нет, но если это правда, зря ты дверку открыл. आओ आओ अंदर अब जो भी हो Заходи, вот это ты зря сделал. Вот это прям фатальная ошибка твоя. Даже по всем преданиям, что вот именно когда вот так вот происходит, типа там ты понимаешь, что это что-то не это. Это... И тем более он сам मगर его मेरी एक बात пригласил. याद रखना जहां से भी तुमने जो भी करना तुम Что-то, кажется, умоляет Абдуллу войти в его комнату. Что-то, что утверждает, что это он. Абдулла считает, что это может быть и джин или скинвокер, 100%. поскольку эти существа, как говорят, часто подражают другим, чтобы попытаться обмануть их. Когда Абдулла открыл дверь, что-то, кажется, действительно проникает Похоже внутрь, на когда джинов, да. картина на стене падает. Теперь Абдулла думает, что он совершил ужасающую ошибку, впустив его Это внутрь. не ужасающая, это Абдулла прям пытается фатальная реально доказать, ошибка. что он переживает в прямом эфире. live because some people just don't believe this thing I've heard some knocking मैंने नहीं खोलना لا لا اله الا هو الحكيم لا تهزو سنته ولا نوم لا 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 هو في السماوات وما عنده يعلمون ما ها بين ايديهم ما الفهم ولا يجدون لما شاف से कुर्सी उस माती रख ले खुद इसमें माहौल ले लो जीवन इसमें तो मुझे क्या है तुम्हें भूख लगी या खाना खाओ मेरे पीछे तंग मत करो मैंने नहीं खोलना इसे निकल Испуганный Абдулла запинается, читая Не молитву. показывает Но поворот. это, кажется, только ухудшает ситуацию. Он открывает рывком дверь и никого. Что думаете? Это видео было снято камерой думаю, что Абдулла нас видеонаблюдения слегка где-то в обманывает. сельской местности Нью-Джерси. В небе виден один яркий свет, а другой свет, кажется, почти атакует его. Теперь я не знаю, есть ли это шаровая молния или болотный Кого, газ, или что еще за чертовщина. Скорее всего, природный феномен. Так, что скажете мне? Что вы думаете? Иногда призраки Не знаю, что. двигают вещи, Тут стонут миллион может быть оправданий. и просто в целом производят много шума. Но когда люди в доме шумят, призрак может немного разозлиться. Призрак только что увидел того убегающего ребенка, который создавал много шума, и наказал его жестоким образом. Ребенок не пострадал. Хрена себе не пострадал. Следующий. Там ручка металлическая. Нормально? Там вообще пацан живой? Видео маленькая девочка играет перед витриной, пока ее мать снимает ее на расстоянии. Хотя это выглядит Для чего ее мать снимает ее на расстоянии? Когда, в принципе, ничего не происходит. случайной записью, что-то в этом моменте занимает особое место в сердце мамы. Аманда, мать, не просто записывает случайно милый момент, а вместо этого она записывает душевное видео, в котором ее дочь играет с прахом своей бабушки.
У вас там все нормально, нет вообще? У вас часто дети играют с прахом бабушек, дедушек? Вы вообще сумасшедшие, что ли? Что не так с вами? Я могу сейчас так пошутить. От этого черного юмора тут сейчас окна у меня точно не пустят никуда вообще. Ни туда, ни туда. Которая скончалась месяц назад. И только сейчас она увидела, как ее дочь разговаривает с тем, что находится внутри. Аманда была шокирована. И она дальше снимается. Во время того, как Если бы у меня такая херня произошла, я бы, как в какой, 7-й серии Тейлон рубрики, да? Там все четко. Там просто началась пена. Покорный слуга Алексей Михайлович, он просто пролетел, сколько там, я не знаю, там 50 метров на заброшке, они просто там даже ноженьки земли не касались, он просто пролетел. команда от страха. снимала это видео, она не заметила больше ничего странного. Только после просмотра этого видео. Конечно. Темный силуэт, проходящий вперед перед В упоре проходящий силуэт, говорит, не заметил. Вот, говорит, отвечаю, ну не заметил. камерой. Каковы шансы, что это тень-призрак матери Аманды? Нас кто-то как минимум обманывает. Hoy vamos a hablar de niveles de conocimiento. ¿Bien? Hay 4 niveles de conocimiento. El primer nivel es la ignorancia. El segundo nivel es la estupidez. Следующее видео из прямого эфира было загружено в Facebook один недавно и набрало огромное количество просмотров. Профессор колледжа в Аргентине готовится... Видно, как поворачивается. Обратите внимание именно, как он поворачивается. читать лекцию. Смотри. Однако можно заметить на заднем плане что-то странное, что-то необычное. Его отражение в стеклянном окне позади него, кажется, движется независимо. Некоторые начали утверждать, что это фейк, монтаж, но данный кадр был взят из прямого эфира, проходящего в Фейсбуке. Что думаете? Пишите в комментариях под видео. Я думаю, дорогой зомби-чес, что пора наши уже моменты разбирать, потому что там вопросов больше, чем ответов. И поверь мне, братик, там реально я не знаю, что будут, как и что будут где объяснять. Там у тебя контента будет, я не знаю, на 150 серий вперед. Кстати, пользуюсь, если захочешь, буду рад. Спасибо. Обнял. Все, YouTube, давайте, там не бойтесь никого, да, но ножки из-под пледика, лучше пальчики эти убрать, да, на всякий случай.